Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Девочки, запомните, дольше проживет тот, кто не боится жить. Вот без работы тяжело, но мы трудности не боимся. Со мной поделились образцами мебельной ткани. Очень красивые кусочки. Рисунок похожий, но цветовая гамма разная. И еще они очень маленькие. Поработаем с тем, что есть. Для начала выкроем детали одинакового размера. У меня получились квадраты 16 на 16 сантиметров. Сами видите, некоторые ткани светлее, некоторые темнее. Сочинять специально какой-то рисунок просто нереально. Ткани хоть и плотные, но сыпятся. Поэтому будем шить методом случайный цвет. Сшиваем попарно светло-темную деталь. Следим за тем, чтобы рядом не оказалось одинаковых лоскутиков. Шить будем моим любимым способом — гирляндой. Всего у меня в работе 56 квадратов. Раскладку планирую 7 на 8. Поэтому соединяем вместе 7 пар. Нитки между ними не обрываем, никаких промежутков не делаем. Следите за тем, чтобы эти детали ложились впритык. Ткани у нас плотные, мебельные, упругие. Это синтетика. Утюгом мы не сможем зафиксировать сгиб. Поэтому детали разворачиваем, припуски направляем в сторону темной ткани и закрепляем отделочной строчкой. Следите за тем, чтобы в соседних деталях припуски были направлены в разных направлениях. Когда соединили детали попарно, можно соединить уже эти пары, что получились заготовки уже из 4 деталей. Затем их также разворачиваем и отстрачиваем. В результате получается большое полотно, в котором все готовые ряды держатся вместе за счет соединительных швов. Обратите внимание,
припуски в соседних рядах в разные стороны. Нам остается только сделать горизонтальные соединения. Работаем точно так же, как и до этого. Сначала прокладываем шов, затем делаем отделочную закрепляющую строчку. При таком способе работы все уголочки совпадают автоматически, и не надо мучиться со стыковкой. И смотрите, какая очаровательная красота у нас получается. Все ткани с благородным золотым сиянием. Все они из одной коллекции тканей. Хорошо сочетаются друг с другом. Размер получился 1 на 1,15 м. Хочется придумать продолжение, но я еще не все образцы мебельной ткани просмотрела. Сами понимаете, что мои фантазии ограничены имеющимся материалом. Ткань плотная, износостойкая. Может получиться прекрасная накидка на мебель или скатерть. Но кто знает, куда меня творчество заведет. Творчество – это творчество. Его понимать надо. Вот, к примеру, водку пить – это вам не чаи гонять. Водку особо не погоняешь, она не из пугливых. Ой, о чем это я? Ага, девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. И самое главное, когда начинаете жизнь с чистого листа, очень важно, чтобы этот лист доставался из пачки, а не отрывался от рулона. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!